Всем привет! Сегодня я буду передавать самому себе, 22-летнему, самую секретную, самую главную технику по стабилизации своего сознания, психоэмоционального состояния, как его удерживать, как его стабилизировать, как не позволять ему выбиваться и как держать себя в стабильности. Перед этим я уже разместил 4 практики, которые позволяют на физическом плане подготовить физику, чтобы гармонизировать дух, душу и тело. После того, как вы гармонизировали дух, душу и тело, то есть у нас задача собрать полностью из себя Творца, не только на физическом плане, но и на ментальном. Соответственно, первые 4 практики создали гармонию, но эта гармония также должна быть подготовлена ко всяким сюрпризам в жизни, которых очень много. Так вот, технику, которую я разработал для себя, это гибрид тысячелетних знаний из индуизма и плюс такая простая концепция архетипов. Если вы понимаете, Творец играет ролями. Эти роли на самом деле называются архетипами, и их достаточно много. Но так как я пытаюсь все это передавать очень простым языком, то я для самого себя взял очень простую концепцию, которая уже используется в индуизме. Это называется Тримурти. Тримурти включает в себя 3 самых основных архетипа. И это Брахман, Вишну, Шива. Брахман отвечает за создание Вселенной. Это роль Творца. Представьте, вы надеваете в своей Вселенной роль Творца. Потом вы надеваете роль Вишну, поддержателя. Потом вы надеваете шапку Шивы, уничтожителя. Так вот, для простоты тоже понимания, для сравнения, это можно сравнить с нашим современным админом, который управляет информацией на сервере. Сервер, базы данных, как правило, это Excel-таблица. У вас столбики, строчки, и в каждой строчке вы можете либо создавать информацию, то есть помещать что-то туда, либо модифицировать, либо удалять строчку из базы данных. Вот то же самое, в принципе, мы и делаем с 3 архетипами. Просто глубина там чуть-чуть побольше. Вот я сейчас буду раскрывать на самом деле, для чего каждый архетип и как он позволяет стабилизировать сознание. Данная технология, методология, практика, структура позволяла мне не разрушаться, когда мой сын лежал в больнице на грани смерти. Этой же техникой я помогал своим друзьям, помогал своим братьям, и я также помогал своему другу, у которого ушла из этого мира жена. Эта техника позволяет на тонком плане собрать, сшить тонкое тело, если оно разрушено и в страданиях. Так вот, перед тем, как я продолжу, хотел бы еще упомянуть о вирусных архетипах, которые присутствуют у многих людей. И с этими как раз вирусными архетипами борется вот эта система Тримурти, 3 архетипа: Брахман, Вишну, Шива. Вирусные архетипы – это жертва, спасатель и агрессор. Начнем с первого архетипа – Брахман, создатель. Представим, что вы админ. Что значит создатель? Создатель Вселенной, вы Творец, и вам нужно стабилизировать свою Вселенную. Так вот, вам изначально нужно взять полностью ответственность за каждую строчку кода, за каждое действие, за все, что здесь происходит. И вот здесь тонкость. Как только вы позволяете где-то чему-то просочиться и сказать: вот это не моя ответственность, все, концепция рушится, и вот через эту дырку могут заходить всякие интересные программы в сознание, и потихонечку просачивается жертва. Когда просочилась жертва, то она потихонечку начинает укореняться в сознании, и многие люди живут в этом состоянии годами. Это очень, на самом деле, такая печальная картина для наблюдения. Я сам был в жертве несколько лет, я видел людей, которые в жертве находятся по 2-3 года, кто-то по 5 лет, кто-то вообще из нее не выходит на самом деле. Так вот, архетип Брахмана позволяет взять ответственность за всю Вселенную.
Если пойти немножко в глубину, то вы понимаете, что вы являетесь как частью, так и самим Творцом. Тот самый, который создает все вот это вот. То есть внутри вас есть искра Творца, но искра Творца – это и есть сам Творец. Так вот, когда вы это понимаете, то вы понимаете, что все, что вот здесь вот вокруг вас создано, вокруг меня создано, это ответственность Творца, вас, Творца того, Творца, вот этого Творца, вас, потому что все на самом деле едино. Как только вы берете эту ответственность, жизнь ваша начинает разворачиваться немножко по-другому. Ответственность на самом деле за все, что происходит в вашей вселенной, дает вам огромнейшую силу, и у вас по-другому начнет работать вообще сознание. Следующий архетип – это Вишну, поддержатель или админское право редактирования строчки кода. Для того, чтобы раскрыть Вишну, нужно упомянуть такую вещь, что наша Вселенная на данный момент в этом теле является этим телом. То есть Вишну, он поддерживает работу Вселенной. И когда вы это осознаете, то вы понимаете, что прежде всего, чтобы Вселенная дышала и была в здоровом состоянии, вам необходимо заниматься физикой. Если вы не занимаетесь физикой, кто-то вместо вас берет эти вожжи и начинает редактировать эту строчку кода, заниматься в этой вселенной вместо вас. Вишну отвечает именно за maintenance, то есть за все процессы упорядочивания, редактирования, поддержания вселенной. Элементарный пример – это программы, которые заставляют людей жрать. Кушать, много пить, делать то, что им не очень нравится. В теле создается такое ощущение, как будто вы не хотите этого делать, но как будто что-то вот вас тонко-тонко подталкивает. И вы там уже были раз, два, три, 10, 100 раз. Но как будто вас кто-то постоянно ведет в эту же, самую ситуацию. Тот же самый круг, та же самая петля. И вы не понимаете, что же происходит. Так вот, это потому, что вы не берете ответственность за управление своей вселенной. Когда вы где-то не берете ответственность за управление своей вселенной, то внутрь вас заходит какой-нибудь человечек и говорит: дорогой, можно я вот здесь? Даже не можно. Он просто начинает брать те сферы влияния, которые никем, то есть вами, не взяты. И, как правило, это программки. Программки можно назвать сущностями. В программировании сущность, это просто код или несколько функций, которые потом можно, я не знаю, если дальше уже развить мысль, они перерастают на самом деле в сознание. Это и есть сущности. Сущности программы – это все одно и то же. Как хотите, так это и называйте. Так вот, эти сущности программы, они заходят в человека, потом со временем начинают укореняться, создаются некие уже нейронные связи, то есть определенные прям архитектурные структуры внутри мозга на вашей головной коре, по которым определенным образом ходит ток и само собой управляет вашим телом вместо вас. То есть телом нужно заниматься. Также у Вишну есть еще такое интересное свойство. Когда вы понимаете, что вот это вот все вокруг едино, ваша вселенная, помимо вашего тела, это также все вокруг, то у вас появляется понятие о том, что нужно заботиться о всем вокруг. Нету она, есть другой я. Когда вы смотрите на мир с точки зрения другого я, вы делаете действия по-другому. Вы относитесь к людям по-другому, потому что эти люди – это другие вы. Это вся ваша вселенная, это и есть вы. Соответственно, вы проявляете заботу, вы проявляете любовь, вы проявляете все, что вы можете проявлять с точки зрения Вишну. Совершенно по-другому, и ваша вселенная начинает преобразовываться. У вас по-другому запускаются процессы энергообмена в вашей жизни, в вашей вселенной на тонком уровне. И все начинает потихонечку меняться. Следующий архетип – это Шива. Шива-сан, такой чувак с трезубцем. Вот здесь у него такая штука с луной. Красавчик. У Садгуру он сидит в Индии. Так вот,
архетип Шивы, он безумно важный. Многие, допустим, не понимают, что разрушение – это инструмент. Для того, чтобы что-то создать новое, нужно иметь, во-первых, силу воли, во-вторых, понимание, почему нужно что-то разрушить. Так вот, представьте, если у админа нету права стереть строчку кода, он не является полноценным админом или полноценным творцом. Полноценный творец – это тот, который может создавать, модифицировать и разрушать даже самого себя. Так строится наша Вселенная. Так вот, у Шивы право разрушения, прежде всего, это сила воли убирать негативные привычки, негативные программы, которые уже укоренились. То есть не было, допустим, внутри админа, да, потом он приходит и говорит: так, что-то у меня в теле тут всякое завелось, мне нужно это поменять, жизнь там поменять. И если у вас нету силы воли, если у вас не развит Шива, то кто-то будет сопротивляться, либо просто не будет хватать силы воли, потому что на самом деле того самого архетипа Шивы возьмет на себя какая-нибудь другая программа. То есть, грубо говоря, вы должны создать внутри себя, внутри своей вселенной эти роли, распаковать их, увидеть, как они распаковываются внутри вас, какие у кого как ответственности, и взять за них ответственность, взять управление своей вселенной. Шива также позволяет вам не разрушаться и не... Сейчас мы поговорим про страхи. У многих людей очень большая проблема со страхами. Страх смерти, страх потерять мужа, жену, сына, дочь, ребенка, родителей. Это как бы... На самом деле это очень типичный страх. Мне пришлось проходить через эти страхи. Особенно, когда у меня сын был в больнице и был на грани смерти. Я понял, что если я не смогу пройти через этот страх, то мой ментал просто разрушится. Мое тело начинает сжиматься настолько, что за следующие несколько месяцев я просто превращусь в овощ. То есть вибрация страха, боли, она настолько сильно сжимает тело, что когда я это прочувствовал, слава богу, к тому времени я уже начал работать с тонким планом, я понял, что если я сейчас не уберу этот страх, то мне будет кирдык. Так вот, Шива позволяет начать изначально, прежде всего, задумываться, что произойдет, и произвести такую своеобразную симуляцию внутри самого себя, что происходит внутри вас, когда из этого мира уходит близкий. Во-первых, одна из самых главных концепций, которая позволяет держать ментал устойчивым, это понимание, что никто никуда не уходит. Мы являемся продолжением Творца. Творец – это Он един, все везде. Это Творец, творение, это все едино. Соответственно, когда мы просто приходим в это физическое тело, мы здесь набираемся опыта, а потом мы возвращаемся к единству. Поэтому, конечно, печаль – это одно, печаль, чувство, да, но самое главное – это страх, потому что темная сторона Бога, Творца – это тот самый дьявол, Люцифер, Сатан. И это самый эффективный учитель на самом деле. И этот учитель, он всегда работает прежде всего через страхи. Если к вам кто-то подходит и пытается вам что-то продать даже, используя страхи, то имейте в виду, там есть вибрация темного учителя. Потому что светлый учитель всегда работает через любовь. Так вот, когда вы оперируете Шивой, то вы можете просимулировать прежде всего, что происходит с вами, когда вы проходите через какую-то потерю. И здесь есть один большой маленький нюанс. Чтобы любить своих близких, своих жен, мужей, детей из чувства, безусловного чувства любви, а не из состояния страха потери, нужно как раз понимать, что они, во-первых, никуда не уходят, а во-вторых,
Вы никем не владеете и не привязываетесь. Вы изначально никого не имеете. Вы можете изначально разрушить концепцию привязанности к какому-либо человеку, и это позволяет вам начать их любить совершенно по-другому. Вы не владеете своей женой, вы не владеете своим мужем, своими детьми, дочерьми, никем вы не владеете. Когда вы этим не владеете, у вас нету страха потери. Это очень, очень такая тонкая концепция, на самом деле. Почему? Потому что когда я работал с людьми именно по страхам потери близких людей, то кроме как через Шиву, стабилизировать тонкое тело невозможно. Поймите, что Шива, как раз у админа роль Шивы – это схлопнуть свою вселенную полностью. То есть вы должны полностью быть способны даже себя внутри себя уничтожить и переродиться. Знаете же в концепцию Феникса, да? Вот когда он перерождается, так вот, в новом качестве. Так вот, это о том же. Потому что в большинстве, на самом деле, случаев человек не схлопывает и не умирает. Он внутри себя уничтожает то, что уже пережило, или то, что уже не работает, и восстает, возрождается в новом качестве. И этот цикл, его нельзя убрать. Без него ничего не работает. Все, умирает, перерождается, умирает, перерождается. Везде все нужно чистить. Так вот, Шива – это тот самый чел, который позволяет вам произвести самую эффективную чистку. С помощью Шивы я также очень быстро избавлялся от привычек вредных. Там, пить, курить, рапе. Есть такая интересная технология, допустим. Вместо того, чтобы очень долго чем-то заниматься, если вы, допустим, курите, вы можете просто взять, не знаю, там 2-3 пачки сигарет и в один вечер просто обкуриться. То есть вы можете ускорить цикл смерти, цикл насыщения каким-то веществом. Но здесь один очень большой нюанс. Вам нужно, как везде я и говорю, считать дельту состояния и посмотреть, кто наслаждается, во-первых, этим состоянием, а во-вторых, как вам плохо в оконцове этого состояния. Когда вы находитесь в состоянии, когда вам плохо, вот здесь-то вам нужно принять решение. Не игнорировать его и не говорить, что я сейчас переживу и послезавтра опять набухаюсь. Нет, как раз нужно прожить это состояние и в нем принять решение. И в нем ваш Шива, он максимально эффективен и он максимально видим, проявлен. Потому что вы видите, как вам плохо, вы видите, что у вас есть сейчас возможность это разрушить, принять решение, поменять жизнь. И поэтому в этом состоянии действовать максимально эффективно. Это так, немножко отхождение от 3 архетипов. Вот, собственно говоря, и все. Есть еще множество архетипов, но Тримурти, я бы сказал, это самый эффективный комплекс. На Руси это простые слова. Ответственность. Будь ответственным, будь здоровым, то есть занимайся спортом и ходи в баню, чтобы в бане выгонять там всяких лишаков там, с ума, из тела, сознание чистить, тело чистить. Все, то есть ответственность, спорт и баня. Шива, точнее Брахма, Вишну, Шива, либо у Эдмина создавать, модифицировать и уничтожать. Всего доброго, благодарю вас за внимание. Подписывайтесь, у меня сейчас уже есть YouTube каналчик, раскручиваю. Очень буду вам благодарен за лайки. Я, как человек, очень люблю лайки, за комментарии и вообще за взаимодействие. Привыкайте, я на самом деле год назад только приучил себя взаимодействовать. Мы в нашем обществе отвыкли взаимодействовать с нами другими. Я очень ценю любые взаимодействия, любые вопросы, любые комментарии. Просто там поставить шагу, палец, залайкать. Мы все люди, мы все любим, когда видим, что несем пользу, а я прежде всего это делаю для пользы, это моя служба. Я передаю самому себе самое ценное в определенном порядке, что я могу передать, чтобы сделать из себя Творца. Я надеюсь, очень надеюсь, что вам тоже это где-то как-то помогает, несет пользу, и что это поможет
стабилизировать и физику, и сознание, потому что у меня это работает, учеников работает. Я вот вчера записал еще с Никитой, это, кстати, мой первый ученик, который пришел ко мне после аварии, и я его тоже собирал архетипами, помогал ему, друг, ученик, учитель одновременно, все в одном лице. И вот мы вчера 40 минут с ним бегали, он сказал, что он первый раз наконец понял, что такое вообще поднятие духа на беге. Соответственно, я к чему это говорю? Я скоро буду записывать еще больше обратных связей, и мне очень ценно слышать от вас, что происходит, как вы вообще со своей точки зрения, со своего угла воспринимаете эту информацию, как это у вас укладывается, просто заакноледжить где-то. Это прям супер по-человечески. Мы все творцы, но мы все человеки одновременно в этих телах. Благодарю, люблю. Подписывайтесь, лайкайте. На сегодня все.